Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал SD Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот тигрюни по имени Снежка. Такая игрушка в длину получается 27 сантиметров. Ножки, ручки, ушки и хвостик ввязаны по ходу вязания. Более подробно об этой игрушке я рассказываю и показываю в видеоролике Z-обзор. Там я эту игрушку показываю без одежды тоже. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такой крошки. Нам понадобится плюшевая пряжа. Я вяжу плюшевой пряжей от Гималая Dolphin Baby номер 80330. Белая плюшевая пряжа номер 80301. Для вышивания полосочек плюшевая пряжа под номером 80343. У меня ее осталось совсем чуть-чуть, но я потом ее докуплю. Нам понадобится ворсистая пряжа для вязания муфточки, для обвязки юбочки, обвязки сапожек и для помпона. У меня это турецкая пряжа Панда. Ее можно заменить Alize Softy. Но когда вязать муфточку, Alize Softy лучше сложить вдвое нить. Либо же использовать Alize Softy Plus, либо же любую другую, которая вот похожа на такую пряжу. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Помощничек крючок у меня меньшего размера под номером 2. Ножницы нам понадобятся. Маркеры для отметки новых рядов. Швейная нить, швейная игла. Это нам понадобится при вязании шапочки. И швейная игла еще нам понадобится с большим ушком при вышивании полосочек. Глазки на безопасном креплении блестящие, размер 14 миллиметров. Вот я все еще решаю. Также будут зеленые или же использовать золотистые. Дальше будет видно. Понадобится небольшой кусочек неплюшевой пряжи черного цвета для вышивания бровей, наполнитель и вот такие вот украшения. Но это можно делать, можно не делать, на ленточку. Вот на кончике я наклеивала. Все, что нам нужно для вязания данной игрушечки. Давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к новичкам моего канала и гостям моего канала. Перед началом вязания обязательно посмотрите два моих коротких видео, одно из которых называется «Два способа вязания плюшевая пряжа», второе видео «Вязальное видео шпаргалочка». Там вы для себя найдете много чего полезного, которое пригодится при вязании этой игрушки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду вяжем 6 прибавочек, то есть вяжем в каждую петлю по 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, отметили новый ряд маркером и следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали, новый ряд отметили. На этом этапе наполним ручку
ладошку наполнителем, совсем немножечко. Следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. По ходу вязания наполняем ручку наполнителем средней плотности и последние 4 ряда оставим не заполненными. Это чтобы ручка хорошо потом прилегала к туловищу игрушки. Провязали. В следующем ряду провяжем еще один столбик без накида. Далее маркер можно будет убрать. Складываем наше вязание пополам и вот эти вот 2 ряда провяжем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2 и последний столбик провяжу крючком меньшего размера. На конце у нас 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем крайнюю петлю, протягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, провязываем их вместе. Ниточку рабочую протягиваем, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Далее оформим ручку и ладошку полосочками. На ручке, на самой ручке у нас будут плюшевые полосочки, а ладошку мы оформим не плюшевой пряжей. Так что не плюшевая пряжа черного цвета нам понадобится еще для оформления ладошек. Итак, считаем от центрального круга, считаем 3 ряда наверх. 1, 2, 3. И с внутренней стороны ладошки вводим иглу. Вышьем здесь 3 полосочки на одинаковых расстояниях друг от друга. Здесь подхватим 2 столбика и выведем иглу на внутреннюю сторону. Заводим иглу туда же, вот где вот этот вот хвостик. Выводим рядышком через 2 столбика. На наружную сторону выводим, слегка подтягиваем, здесь вот подхватываем круг, сквозь нее протягиваем рабочую нить, здесь тоже где-то на расстоянии 2 столбика заводим иглу и на таком же расстоянии выводим снаружи. Здесь также подхватим 2 столбика, выводим на внутреннюю сторону, заведем вот в этом месте иглу, выведем на один ряд выше, здесь обхватим где-то 2-3 столбика и выведем к хвостику. Отрезаем лишнее, хвостики между собой завязываем на узелочки и прячем вовнутрь ладошки. Вышьем плюшевые полосочки. Так, завожу иглу, это вот получается у нас внутренняя сторона. Здесь вот в верхней части, вот так вот сбоку. И захватывая где-то 3 или 4 столбика, вышиваем полосочки на расстоянии друг от друга 2 ряда. Полосочки хорошо подтягиваем, но не сильно, не перетягиваем вязание. Нам подтянуть нужно так, чтобы полосочки эти не болтались, чтобы ребенку потом не захотелось потянуть за эти полоски. С хвостика снимаем плюш.
Фиксируем их на задней стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь ручки. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же. Вяжем хвостик. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее вяжем столько рядов, сколько нам понадобится для длины 12 сантиметров. И в каждом ряду по 6 столбиков без накида. То есть хвостик у нас должен получиться в длину 12 сантиметров. Итак, провязали нужную длину хвостика. Хвостик наполнителем не наполняем. Складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 3 столбиками без накида. Далее вышьем плюшевые полосочки. Также через каждые 2 ряда. И на хвостике захватываем где-то 2 или 3 столбика. Хвостик готов, переходим к вязанию ушек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок. Здесь хвостик чуть-чуть подлиннее оставим. И набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Рабочую нить, по моему опыту, лучше перекинуть вперед. Итак, в первую петлю вяжем 1 прибавку. Провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. Воздушная петля, разворот вязания. Вяжем 1 прибавку. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Воздушная петля, разворот вязания. Вяжем 1 прибавку. Далее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в конце вяжем 1 прибавку. Воздушная петля, разворот вязания. Вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1 прибавка. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее сделаем обвязку темной пряжи по вот этому вот краю. Итак, берем плюшевую пряжу темного цвета, основной крючок, присоединяем соединительной петлей рабочую нить и делаем обвязку по краю столбиками без накида.
рабочую нить сильно не натягиваем, чтобы не стянуть вязание. На вот этом вот уголке провязываем 2 столбика без накида в одну петлю, чтобы вязание было на этом уголке заостренным. Все, рабочую нить протягиваем, отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Со всех хвостиков снимаем плюш, завязываем их между собой на узелочки и спрячем эти хвостики уже по ходу ввязывания ушек в голову игрушки. Вот этот вот хвостик, тот, что на уголке, мы сейчас его протянем внутри обвязки и вытянем вот к этому хвостику. Одно ушко у нас готово. Второе ушко вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Тигрюня Снежка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!